Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Польза.ком, там, где рассказывают о девайсах честно, от того, что я покупаю их себе сам. Сегодня я расскажу вам 20 важных вещей о гаджете бренда, который я тихо ненавижу. А именно о беспроводных наушниках AirPods от Apple. Никогда я бы не стал покупать наушники за 10 тысяч рублей для себя, как бы я себя не любил. Но супругу я люблю еще больше, поэтому когда она попросила меня купить наушники без проводов капли, я даже не стал ничего сравнивать и читать отзывы, а сразу заказал AirPods. Почему? Ну все просто. Вот сейчас я вам и объясню. И теперь 20 фактов о AirPods, которые я узнал после того, как я их получил. Первый факт. Как всегда, у яблочного змея идеальная упаковка. Стив Джобс поставил этот локомотив перфекционизма на рельсы, и он теперь никуда не сойдет. То, как товар преподносит в Apple, не может повторить никто. Когда их распаковываешь, ощущение, что ты достаешь гаджет астронавта. Факт второй. Цена. Она одновременно феерична и фантасмагорична. Самая малая цена 10 300 рублей, около 160 долларов. И здесь не только минус, но и плюс. Такая покупка с легкостью может быть классифицирована как очень приличный подарок на уровне маленькой милой цепочки или приличного украшения из Пандоры. Нет людей, которые не будут радоваться такому подарку, если у них этих наушников нет. Даю вам слово. Факт третий. Вы можете верить или нет, но по моим тестам эти наушники не выпадут не только из ваших ушей, но и даже из ушей 5-летнего ребенка. И можно подтягиваться, бегать, заниматься на турнике, отжиматься. Они действительно сделаны нереально универсально. Логично, что при желании, наверное, их можно выбить, особенно если ты их коснешься. Но при стандартных условиях, без касания наушников, лишиться их довольно сложно. Четвертый факт выходит из третьего пункта. Когда вы будете читать отзывы про то, что у людей в них начинают болеть уши через 3 часа, знайте, это правда. Я спрашивал у тех, у кого эти наушники есть, носил сам, у меня носила их супруга, и факт остается фактом. 3 часа носите, потом ушам необходимо от них отдыхать. Может быть, вы какой-то особенный, но скорее всего даже у вас будет такая проблема. Факт пятый. Автономность. 5 часов, и это не просто красивая цифра, это 5 часов. 2 фильма по 2,5 часа. И как я говорил ранее, вы даже вряд ли непрерывно сможете их 5 часов носить, при том, что они чуть-чуть дольше 5 все-таки живут. По моим тестам 5 часов 14 минут один раз они жили, а по другому тесту около 5 часов 27 минут. Все зависит еще от того, с какой громкостью вы их слушаете. Факт шестой. В комплекте с наушниками идет футляр, он же док-станция. Он безумно марки. Вариант, где вы не сможете его поцарапать, это в отдельном мешочке. А еще у него есть 2 магических свойства. Первое свойство. Он всего за 15 минут заряжает ваши наушники на уровень, позволяющий им работать в течение 3 часов. И второе свойство, если вам будет это интересно, этот супер футляр может заряжаться беспроводным способом. Поройтесь на форумах, для этого нужно еще немного потратиться, но вы можете купить даже вот такую штуковину. Факт седьмой. Они незаметны. И для многих это важно. Поверьте, один маленький наушник будет незаметен окружающим, особенно если у вас длинные волосы. Уверен, что для многих это окажется полезным. Факт восьмой. Они бывают с браком. Вы не поверите, но я читал даже о случаях, когда низ наушника оказывается плохо обработан механически. То есть, проще говоря, у вас на этом металлическом ободке снизу будут заусенцы. Притом видны они будут невооруженным взглядом. Будьте морально готовы. Бывает все, даже у яблочников. Факт девятый. Через них можно давать команды Siri. Достаточно 2 раза тапнуть по любому из наушников, и Siri активируется. Факт 10. Сказать, что о вашем комфорте подумали перед тем, как сделать эти наушники, это ничего не сказать. Одна из самых приятных особенностей — это то, что когда на вас 2 наушника и вы вынимаете из уха один из них, проигрывание видео или музыки останавливается автоматически. При продолжении воспроизведения, как только вы запустите проигрывание при одном наушнике и вынете его, воспроизведение также остановится. Очень приятная и удобная особенность. Вы к ней довольно быстро привыкнете. Факт 11. Внутренний процессор и прошивка данных наушников позволяет им довольно просто и непринужденно переключаться между вашими яблочными гаджетами. Притом они это делают автоматически. Где бы вы ни начали воспроизведение контента, будь то умные часы, телефон, планшет или ноутбук.
наушники будут переключаться между ними автоматом. Факт 12. Они действительно подключаются одним тапом. При включенном Bluetooth любое из яблочных устройств позволит вам подключить их за секунду, и понадобится всего одно прикосновение. Факт 13. Два микрофона не только могут работать одновременно и являются своеобразными фильтрами для звука. Вашему собеседнику и правда будет вас очень хорошо слышно, даже если вы в людном месте. Своеобразный фильтр для шума. Не знаю, как программно им это удалось, и технически не очень это представляю, так как сам пишу ролики и шумы умею отделять только путем уменьшения звука. Но яблочники с этим справились. Создается впечатление, что это вообще какая-то магия. Факт 14. В них есть басы, и они громкие. Это звучит довольно просто, но по факту здесь необходимо сделать оговорку. Громкость звука очень сильно зависит от качества воспроизводимого контента. А басы отличные, но точно не смогут вам передать всю харизму и насыщенность тяжелого металла. Для наушников капелек это топ, но все же это не накладные наушники от Marshall или Beats. Звук во время разговора очень чистый, и факт, что точно лучше, чем при разговоре через телефон. Не то чтобы аудиофилам вход воспрещен, но максимальное качество это формат AAC, и все. Факт 15. Бегать в них одно удовольствие. Я понимаю, что по вашему мнению я повторяюсь и уже говорил, что они не выпадают, но здесь другое. Когда ты занимаешься спортом и максимально сконцентрирован, тебе ничего не должно мешать. Да, я не слушаю во время бега музыку, но слушаю новости или аудиокниги. И если бежать в этих малышах, в определенный момент ты забудешь, откуда именно идет звук. И мне кажется, что это мега круто. Факт 16. И здесь я начну говорить о явных недостатках именно по моему мнению. На AirPods нет управления музыкой. Одной Siri для управления не просто недостаточно, ведь у многих людей не только айфоны. Да и постоянно управлять голосом не особо удобно. То, что можно сделать два тапа и воспроизведение начнется, это, конечно, хорошо, но это все, что они могут. Да и жестами управлять ни грамма не просто. Постскриптум, но это мое мнение. Факт 17. Отсутствует защита от воды, и это совсем не смешно. Вообще-то понятно, что с ними стоит быть аккуратнее, но если они упадут в лужу, можете их выбрасывать, и когда ты ходишь под дождем и думаешь о том, что у них нет защиты от воды, это тоже слегка напрягает, особенно если он облажной. То есть, проще говоря, с ними стоит быть аккуратным. Очень обидно, что за 10 тысяч они не смогли сделать даже элементарную защиту от брызг. Факт 18. Они не подлежат ремонту. И здесь основная проблема — отсутствие гарантии Apple на аккумулятор в них самих. А хочешь новый аккумулятор — плати $50, при том, что в интернете, особенно на иностранных форумах, можно встретить данную проблему. Люди уже попадали на деньги из-за этой неисправности. Факт 19. Белый цвет. Красиво, бесспорно, но и потерять проще простого. Два недостатка в одном. И потерять легко, и выбора нет. Черт с ним, с серебристым цветом, но черный можно бы было добавить в линейку, или красный, как они делают с телефонами. Факт 20. Наушники заточены под работу в яблочной среде. Siri. Подключение касанием, плюшки с автоматическим переключением, все только для экосистемы Apple. Да, весит 7 грамм. Я согласен, что даже квадратного миллиметра внутри нет свободного. Но как печально, что для такого эпичного гаджета за такие деньги Apple не придумала достойной шумоизоляции, что подтверждают отзывы очень многих людей на бешеном количестве ресурсов. Вот такой 21 век. И в этой нише до сих пор никакой конкуренции. Beats, Samsung и же с ними все же значительно хуже по многим параметрам и зачастую еще и дороже. Советую наушники однозначно, впечатления преимущественно положительные. Кто не подписан, не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы знать, когда у меня выходят видео. Выходят они минимум раз в неделю. Пока идет общая информация, вы наблюдаете, как я провел конкурс на браслет Mi Band 3. К сожалению, с опозданием, но извините, я работаю. Следующий розыгрыш 30 октября. Буду разыгрывать Ana Band 3. Ролики выпускаю чаще, чем раз в неделю. Повторяюсь. И только объективно, только честно. И пока только на те товары, что покупаю сам. Никаких спонсоров и же с ними у меня нет. Gearbest посылал 2 товара. Один не дошел, один сломался. Когда-нибудь я о нем вам расскажу. Скорее всего, даже в следующем ролике. И это их интернет-камера. Кому интересно, пишите в комментариях, расскажу, в чем там было дело. Что с ней произошло и что я думаю об этой камере Xiaomi, я обязательно расскажу в ролике. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья!